Гончаров, Толстой, Достоевский, Тургенев и Чехов. Это база. Друзья, привет всем и добро пожаловать на новый выпуск проекта Russian Progress. Это канал и подкаст для тех, кто изучает русский язык. Ну вот как-то так. Друзья, всем привет! Это канал Russian Progress. Подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. И это Артём, если вы вдруг забыли, кто это. Это Лиза. Да, если вы вдруг не знали, кто это. Да, и Лиза мне помогает с созданием материалов. Лиза пишет субтитры, транскрипции. И вот я попросил ее озвучить вступление, потому что она, наверное, несколько десятков раз слышала уже это вступление. Вот, а мы встретились в Академгородке. Это наш новосибирский наукоград, чтобы поговорить просто на свободную тему. Ты из Новосибирска ладно, начнем, вообще? с таких базовых вещей. Да. Да, я из Новосибирска. Я родилась в Новосибирске. Потом я какое-то время жила в Искитиме. Это город в Новосибирской области. Довольно-таки маленький, относительно криминальный городок. Но я жила в таком спальном, более-менее спокойном районе. Тем не менее, мы все равно оттуда переехали с родителями где-то в мои, 14 лет. И потом я уже жила в Берске, тусила в академию как раз-таки. Потом поступила. Прям тусила жестко вообще. Ну ладно, тусила имеется в виду, я ездила сюда и готовилась к экзаменам. И просто гуляла, там виделась с братом, у меня брат здесь живет. Все, потом поступила сюда в универ. И вот 6-й год, как я уже в академии учусь, работаю, провожу практически все свое время. Академ — это сокращенное название Академгородка. Да, это Академгородок. Ну, это как бы Новосибирск, но считается, что очень такой отдаленный, ну, это действительно отдаленный район Новосибирска, и даже здесь, как правило, все говорят, мол, вот мы поедем в город или мы поедем в Новосибирск, Да. То есть как будто бы есть прям такая граница между академом и самим Новосибирском. Да. Но здесь все немножечко по-другому, на самом деле. Здесь, во-первых, мы в лесу. Это такой город в лесу. Здесь очень зелено, хвойный лес. И здесь все довольно-таки развито. То есть есть даже велодорожки. Здесь главный университет Новосибирска, НГУ. Да, и расскажи, почему ты выбрала вообще этот университет? Почему ты здесь решила учиться? Ну, во-первых, у меня брат здесь учился, то есть он сам закончил НГУ, ну, правда, он геолог, он закончил универ, закончил там бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, защитился, стал кандидатом наук, потом стал работать в Институте геологии, параллельно преподавать в НГУ, как бы я наслышана была, в общем, об этом универе, понимала, что качество образования действительно хорошее. И как-то у меня не было даже других вариантов, на самом деле. Плюс Академгородок, то есть мне нравится сам по себе Академгородок. И... Ты не рассматривала НГТУ, в котором вот я учился? Это... Ну, хотя бы он в городе. То есть хотя бы в городе. И считается второй университет, да? Понятно, это не такой уровень, как НГУ. Чтобы в НГУ поступить, нужно быть очень умным. Вот. Но... Ну и плюс это далеко. То есть я не рассматривал не только потому, что там нужно очень хорошо учиться, а еще и потому, что это далеко. Вот, поэтому я в НГТУ учился. Но ты никакие другие варианты не рассматривала, да? Несмотря на то, что вот в мой год, когда я поступала, можно было подать как бы заявление в 5 универов одновременно на несколько направлений. Я подавала только в НГУ и только на филологию. Вот, то есть у меня был такой целенаправленный выбор. Ну, насколько он может быть целенаправленным в 17 лет, конечно, но... Да, я подавала сюда только документы. Вот, в итоге я залетела буквально в последний вагон. Вот я училась на бюджете, и я была последняя, там, знаешь, в списке, кто прилетела на бюджет. И, ну и все, как бы пазл сложился. Вот я осталась здесь на 6-й год. 6-й год учусь. Ну, с университетом понятно, почему ты выбрала, а расскажи, почему филология? Ну, тут тоже, на самом деле, как будто бы других вариантов и не было, потому что это 100% должно было быть что-то гуманитарное. Я думала между журналистикой, лингвистикой и вот филологией, но филология — это более базовое гуманитарное образование, то есть ты условно
заканчиваешь филологию, ты можешь пойти работать журналистом. Если ты заканчиваешь журналистику, ты как бы все, то есть ты уже в более узкую как бы стезю идешь. То же самое с языками. Ты заканчиваешь филологию, ты можешь пойти работать там лингвистом, переводчиком, заниматься там текстами и так далее. Заканчиваешь лингвистику, это опять же, ну, как будто претендует на какое-то более узкое направление. То есть, как правило, лингвистика и филология — это разные вещи. Ну вот такой момент, значит, филология... Там русский язык, а лингвистика — иностранные языки. Да, это первое. И второе, филология более крупное направление, потому что она включает в себя лингвистику и литературоведение. То есть, если ты филолог, ты либо занимаешься языками, либо литературой. А если ты вот именно лингвист в понимании, вот как факультет иностранных языков, то есть ты занимаешься уже исключительно какими-то вот иностранными там конкретными языками. Но у нас в универе филология, она отечественная, то есть если ты лингвист, то ты занимаешься в первую очередь русским языком. Ты можешь брать другие языки, чтобы как-то в сопоставлении изучать. Вот я, например, работала с русским и французским в сопоставлении. Но в первую очередь это отечественная филология, то есть ты занимаешься русским языком. Ну и русской литературой, соответственно. Опять же, если литература, то ты сначала русская литература, там русские авторы, и потом уже еще там как-то мэчишь их с чем-то другим. То есть ты много читала, да? Читала всю классику нашу. Слушай, у нас был курс литературы с первого курса, вот самой древней литературы, там вот буквально там «Сучение» Владимира Мономаха, вот эти все, вот эти, знаешь, там еще на древнерусском написанные тексты и до классики, и потом еще до современных вот авторов, типа там какого-нибудь Пелевина, вот. Это за 4 года у нас был вот такой вот курс обширный. И что на тебя произвело наибольшее впечатление? Какие тексты ты можешь выделить, порекомендовать, может быть? Ну, я по классике, конечно, больше. То есть для меня 19 век, что отечественная литература, что зарубежная литература, это вот именно 19 век. Опять же, потому что в школе это все проводится, ну, все вот эти занятия, они проводятся, ну, как правило, посредственно. Там как бы и это нормально, потому что там нет цели, там, знаешь, прям куда-то в глубину идти, там какие-то философские мысли, там пытаться в умы там 14-летних людей, там как-то вот туда их вродить. А перечислить можешь вот авторов? То есть 19 век это плюс-минус кто? 19 век это, ну вот, давай отечественные, это Гончаров, Толстой, Достоевский, ну, такие три, это база, вот. Ну, двоих мы знаем, по крайней мере, ну и вообще зрители канала знают вообще по всему миру, ну, да? Гончаров, Обломов тоже, я думаю. Гончаров, мне кажется, не так уже популярен. А что у него, какие произведения? Обломов. Обломов, ну да. И еще Обрыв. У него там 3 произведения, все на О, по-моему. Вот Обломов, Обрыв. Обломов я знаю, по крайней мере, да. Ну и Тургенев, вот, давай 4. И Чехов, 5. Да, 5. Чехов. Вот. Это база. Ну, окей, это такие очевидные авторы, а может быть, кто интересуется литературой русской, может, они упускают кого-то очень важного? Ну, слушай, мне кажется, что это так думается, что это очевидные авторы, потому что мы ходили на пары и думали, ой, что там мы сейчас нового узнаем, господи, мы там уже 5000 раз перечитали это «Преступление и наказание», ну что там еще пара, можно? вот сразу пара, что такое? Просто не все могут понять. Пара — это занятие. Занятие. Ну, то есть есть лекции, семинары, соответственно, лекции, теория, семинары, практика. А пара — это просто 2 занятия по 45 минут, да? Да. Вот, поэтому пара. Ну, и мы приходили на такие пары и думали, господи, нам ничего нового сейчас не расскажут. Мы так в школе это уже перечитали по 10 000 раз. Но на самом деле, когда у вас... вы как бы заново перечитываете какие-то фрагменты, плюс у вас параллельно идут другие дисциплины, там, например, философия, и вы понимаете, реально, вот Достоевский читал Ницше, и поэтому у него там в «Бесах» это, оказывается, там это вот там сверхчеловек был, это вот Кириллов, который там персонаж. А вот Толстой, он читал Шопенгуэр. В общем, он читал вот этого дядю, и оказывается, поэтому у него там огромное вступление. Шопенгауэр, да.
И поэтому у него там огромное вот это вступление в «Войне и мире» в начале, где он там рассуждает, что такое история, что такое время, что такое там... Тебя это все прям увлекало, да? То есть тебе не было скучно это читать? Не, мне не было скучно, мне было интересно как бы по-другому заходить в тексты и видеть то, чего, допустим, я раньше не увидела бы, если бы я не узнала какие-то там другие вещи из других дисциплин, допустим. Окей, ну можешь назвать хотя бы, может быть, с чего стоит начать иностранцам? Что можно попроще почитать? Попроще? Да. Ну, я бы почитала Толстого, но, допустим, не вот «Войну и мир» какой-нибудь, да, там, с 2 томами, или Анну Каренину тоже, Да. господи, прости, вот. Но я бы посоветовала какие-нибудь рассказы, там, большие рассказы, там у него много есть про его там какие-то путешествия, там про Крым у него есть рассказы, какие-то небольшие тексты, потому что так можно с автором познакомиться, понять вообще его стиль, слог, и это не будет как бы тяжело, потому что объем небольшой, какие-то более вот базовый сюжет какой-то, наверное, вот такой вот. Да, я думаю, это хороший совет читать любого автора, но просто короткие рассказы. То есть не брать что-то огромное. У Чехова тоже много таких коротких рассказов. Да, кстати, у Чехова в целом больших произведений нет, поэтому можно читать Чехова. Единственное, что вот с пьесами может быть потяжелее, ну там вот его всякая «Чайка», там «Три сестры», они тоже такие более философского характера, а вот именно рассказы, там, например, «Ионыч» какой-нибудь, тоже там небольшого такого объема, вот их можно почитать. Мне кажется, должно быть интересно. Хорошо. Давай вернемся с тобой в Академгородок. Расскажи, мне кажется, это хорошее место вообще для иностранных студентов, потому что у нас здесь много их, и ты вообще рассказывала мне, что ты общалась с китайцами здесь. Мне кажется, что да, это хороший такой вариант, потому что и образование очень качественное, высокого уровня, и место приятное. Ну, за исключением температуры, да? Здесь холодно. Но... Это сейчас здесь холодно, а вот летом здесь вообще прекрасно. Да, мне кажется, здесь очень хорошее место для студентов-иностранцев, потому что, во-первых, здесь их много, то есть здесь есть прям такое комьюнити студентов из разных стран. То есть у нас здесь учатся ребята из Китая, из Ирана, из Японии. Вот со мной на пары, кстати, ходит сейчас магистрант из Америки. Страны разные, культуры разные, тем не менее, как-то получается, вот, ну, по крайней мере, мне кажется, что получается в каком-то таком сосуществовании находиться в рамках вот этой всей среды, потому что среда, ну... Агрессивная? Нет, я имела в виду, что вот среда скорее наоборот как бы подталкивает тебя во всей этой как бы заварушке находиться, потому что все плюс-минус одного возраста, все, знаешь, там студенты, молодежь, там что-то там учатся, после пар тусят, там ходят в кафешки, что-то вместе там где-то там. Ну да, студенческая жизнь такая. Да. Здесь еще очень красивый новый построили, новое общежитие. Да, кампусы новые построили, там как раз-таки вот все вот эти новые постройки, они для иностранцев тоже. То есть там учатся студенты, живут, получается, студенты-иностранцы и наши русскоязычные ребята, магистранты и аспиранты. Вот, поэтому студенты сюда, когда приезжают, здесь есть, помимо основных дисциплин, вот, которые напрямую связаны со своей специализацией, есть еще занятия по русскому языку. У нас есть преподаватели, которые занимаются вот с такими группами. Там довольно в короткие сроки они тренируют там какие-то базовые вещи, там, по типу произношения, грамматика, что одно из таких сложных, да, наверное, в русском языке это грамматика. Ну, то есть можно как бы параллельно подтягивать язык. Языковые программы, да, и есть возможность учиться наравне вместе с русскими. Да, То есть вот эти иностранцы, о которых ты говоришь, они также ходят на пары с русскими, не то, что они отдельно там на английском учатся. Не-не-не, да, все учатся как бы совместно. Допустим, вот я сейчас учусь в магистратуре, и в моей группе есть две иностранных девочки, 2 китаянки, и вот мы вместе с ними ходим на английский язык, например, и на какие-то пары по литературе у нас тоже как бы общие, все спокойно там общаемся, помогаем друг другу. Ну, как бы понятное дело, что тяжело, но мне кажется, тебе в любой стране будет тяжело, если это не твоя родная страна, но, по крайней мере, создаются какие-то экстра условия как бы извне,
чтобы облегчить этот процесс адаптации и вообще приобщения вот к нашей системе образования, к нашей культуре. Поэтому приезжайте к да. нам учиться. Да, вот белка как раз таки. Давай я, кстати, подсниму. Вот так вот. И там тоже, вон. Вообще. А мы так и не поговорили вообще о твоем родном городе Новосибирске. Ты же его считаешь родным или родной для тебя уже Академ или Бердск или Искитим вообще? Какое твое место? Ну, по любви, конечно, Академ. По прописке Новосибирск. По прописке Новосибирск. Да. Но Новосибирск ты не особо любишь. У меня к нему скорее такие, знаешь, ну не прям чтобы негативные какие-то эмоции, но вот скорее нейтральные. Мне радостно, что действительно его отстраивают, что его действительно улучшают. Там есть много мест, куда тоже можно сходить, и там и образовательного характера, и увеселительного характера. Но у меня вот такое бывает, что города в какой-то момент начинают надоедать, вне зависимости от того, сколько ты там пробудешь времени. Ну вот просто вот тебе уже хочется отсюда куда-то вот уезжать. И вот с Новосибирска у меня такое периодически случается, когда вот мне просто уже хочется уезжать, потому что вот что-то уже как-то вот все наполнила я Ну, я понимаю, меру того, да. что Но мне нужно было. Это парадокс, потому что Новосибирск во много раз больше Академа. Да. То есть Академ, по идее, должен быстрее надоесть. Да, но вот почему-то Академ не надоедает. Здесь потому что комфортнее, наверное, как-то спокойнее. Белки бегают. Да, но здесь природа, несмотря на то, что как бы... Море рядом, кстати. Море рядом, сюда ходят люди купаться прям? Да, да. Ага. Ну, то есть и на электричках ездят, если из Академа, то пешком тут можно дойти за минут там 10-15, а на пляж студенты тоже там, знаешь, как только начинается там летняя пора, там уже, знаешь, время там последних зачетов уже, или когда ты сессию закрыл, это вообще просто начинается твое второе дыхание у тебя открывается, все, ты начинаешь там что-то быстро кооперироваться со всеми своими однокурсниками, там, друзьями, ходить туда на Обское море, там, пикники, там, вообще взял бургер из пота, пошел. Ну, неплохо, на кстати, Обское. здесь, да, вот еще бы потеплее было. Да. Вот. Хорошо, а про Бердск что можешь сказать? Ну, это такой среднестатистический российский городок небольшой тоже, однотипные вот эти застройки, дома, есть там пару мест а-ля кофеин, там чего-то такого, есть пляжи тоже, кстати, в самом городе, то есть ты можешь доехать там на маршрутке, минут 10 тоже доехать, как бы на пляже, почему бы там не позагорать, но у меня особо как-то впечатление он не вызывает. Город и город, как бы, ну, вот, живите, как бы, ну, то есть, удобно в целом, что вот до Академии, например, добираться 15 минут, это удобно. До Новосибирска уже сложнее, то есть там уже минут 40 точно ехать до Новосиба, и это уже, ну, более затратно. Хорошо, а что тут еще есть, вот интересно, у нас тут Томск, Кемерово, ты была и там, и там? Кстати, в Кемерово я не была, была в Томске пару раз. В Томске мне не особо, если честно, понравилось. Но, видишь, я, наверное, приезжала просто в такое время, когда, мне кажется, нигде бы мне не понравилось. Это вот такая была промозглая вот эта погода, лужи, серость. И, ну, то есть первый раз это был март, такая ранняя весна. И второй раз это был, вот недавно было в сентябре там, уже поприятнее, но как-то все равно было, знаешь, как-то прохладно, как-то, не знаю, не очень комфортно. Вот я еще там работала, то есть не просто там отдыхала. Ну, ясно. И, в общем... Ну, Томск вообще чем интересен? Там очень много деревянных домов, и это такой студенческий городок тоже. Многие даже иностранцы едут туда учиться, хоть там и очень холодно, ну, как и здесь, в принципе. Но вот почему-то выбирают Томск. Я бы, если бы выбирал, я бы, наверное, выбрал Новосиб, потому что он большой, по крайней мере, и отсюда уже можно хоть куда ездить. Вот, хотя сам по себе город не такой красивый, он такой индустриальный, рабочий, но центр развивается, в центре очень много заведений и красиво. Вот, так что можете как минимум сюда приехать, в этот регион, в принципе, поездить, посмотреть. Доехать до Академгородка? Доехать до Академгородка летом или зимой. Зимой тоже есть свой прикол, потому что много снега, много солнца,
Ну, а летом комфортно. Да, зимой, кстати, ну здесь же лес, и ты как бы идешь по улицам, там все вот эти елки, знаешь, там Хрустящий снег этот, да? с снегом, да, все там украшивают гирляндами, ну то есть тоже так довольно уютно. Ну холодно, конечно, но если повезет, то может быть и будет теплая зима, но Да. хотя бы красиво. Ну, тепло одеваться просто. и Да, всё. да. Валенки там, например. Вот. Кстати, я когда в Иркутске был, там не стесняются. У нас в Новосибирске стесняются ходить в валенках, там, в каких-то оленях, сапогах, а там прям ходят. Там, наверное, еще холоднее. Ну, может быть, у меня не бывает там, кстати. Вот. Хорошо, может быть, какое-то послание миру? Миру. Да. Слушай, я не знаю, я так и не подумала, кстати, Да-да-да. над этим вопросом, но, не знаю, мне кажется, что надо просто жить, жить, блин, и делать то, что ты делаешь, вот максимум того, что ты можешь делать сейчас, просто стараться быть хорошим человеком, добрым человеком Да. и приносить пользу. Опять же, стараться по максимуму приносить пользу. Ну, ты нам точно приносишь пользу. Да? Ты помогаешь, да, с субтитрами, с транскрипцией. Я рада. И да, ждем вас тут, прям здесь, в На этой Академгородке. лавочке. Да, до этой лавочки. Будем сидеть здесь. Все, пока. Пока.